Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Как всегда, воскресенье, как всегда, проект Forex Times, Дэн Стрелков. И уже традиционно рассмотрим сегодня три торговых инструмента, вероятно, их движение на предстоящую торговую неделю. И опять же, как всегда, приглашаю вас в комьюнити Forex Times. Приходите, никогда вы об этом не пожалеете, что стали частью комьюнити. Торговые сигналы и торговые идеи на основе волновой теории Ральфа Эллиота с применением данных Чикагской товарной биржи, что повышает вероятность, собственно, того, что прогнозы сбудутся. Вот, а также с помощью данных Чикагской товарной биржи мы определяем целевые стратегические уровни. И, собственно, друзья, на данный момент активные торговые сигналы, по которым, собственно, я и самостоятельно, разумеется, торгую, потому что торговые сигналы не являются следствием рукописным, а являются следствием того, что я открываю ордера на своем счете торговом, и скрипт автоматически их публикует, все мои действия с моего торгового счета публикует в телеграм-канале в виде торговых сигналов. Так вот, в данный момент открыто 5 ордеров, причем по нефти профит уже достаточно большой, по еще трем торговым инструментам профит, а по австралийскому доллару пока еще небольшой минус. Поэтому приходите в комьюнити Forex Times, вот прямо сегодня или завтра вы узнаете, как войти по австралийскому доллару, где поставить стоп-лосс, где take profit, какой вероятный риск лучше в данный ордер вложить. А также на следующей неделе планируется открытие еще двух или трех торговых ордеров, а следовательно будут торговые сигналы отложенными ордерами. А это прям очень интересно, это не вход по рынку, а будут отложенные ордера. Да, и, кстати говоря, по евро и золоту за прошедшую неделю немногое что изменилось, а вот по нефти, я думаю, вы помните, в прошлое воскресенье я рассказывал про крупное скопление опционных контрактов PUT, которые появились. Тут 174 миллиона, 143 миллиона и 185 миллионов долларов. И я говорил, что с огромной вероятностью цена будет штурмовать данные уровни. И я даже говорил, что мне, в принципе, не важно, что будет происходить, какой будет рост. Я буду продавать в направлении этих уровней. Ну, собственно, что и случилось. И, кстати говоря, между прочим, данное падение нефти с большой вероятностью еще будет пролонгировано. Поэтому заходите в комьюнити, и вы узнаете, где сейчас находятся целевые уровни по нефти и вообще по другим торговым инструментам. И, кстати говоря, мы еще добавили газ в нашу корзину торговых инструментов. Сейчас что-то около 14 торговых инструментов мы рассматриваем и по ним торгуем. Сегодня, друзья, будет евро, золото и фунт. Поехали. Итак, по евро, как я и сказал, в принципе, ничего существенно не изменилось. Остается два варианта. Первый вариант – это с расширенной плоскостью, собственно, зигзаг у нас волны W, зигзаг волны X с обновлением максимального значения, и мы улетаем в импульсе на, собственно, волну Y, после чего будет разворот. Поэтому, друзья, основной сценарий, разумеется, никакие не продажи, а именно покупки по той простой причине, что вы знаете, тренд наш друг, коррекции торговать лучше вообще этим не заниматься, и вы помните, что с целевыми уровнями по данному торговому инструменту по-прежнему является вот это огромное скопление опционных контрактов, а уровни 1.21, 1.21, 50. А для тех, у кого чешутся ручки, могу предложить вам отработать данное скопление опционных контрактов, достаточно очень большое, особенно 615 миллионов в купе с этими 500 миллионами дают практически на одном уровне чуть более чем на 1 миллиард долларов опционных контрактов PUT. И, кстати говоря, обращаю ваше внимание, что в данный момент на самом деле может образоваться импульс. По евро не хватает буквально еще одной волны. Раз, два, три, четыре, пять. И если будет очевиднейшая коррекция
с дальнейшим импульсом вверх, то можно выставлять отложенные ордера buy stop. Почему выставляем ордера buy stop раньше, чем цена отработает скопление? Вот это крупное скопление опционных контрактов Put. Да по той простой причине, друзья, что профессионалы на Чикаго и их данные, которые мы получаем и расшифровываем в виде скопления опционных контрактов Call или Put именно в долларах США, это не панацея, это не Грааль. Поверьте мне, они тоже ошибаются, они тоже бывают, ожидают цену где-то, но цена не доходит до этого уровня и разворачивается. Либо наоборот, она его пробивает насквозь, уходит еще очень далеко от него, а потом только начинает разворачиваться. Поэтому мы не должны с вами полностью полагаться на 100% на данные Чикагской товарной биржи. Если у нас в данный момент развивается коррекция, и мы понимаем это, а понимаем мы это из-за того, что обновление максимального значения у нас произошло на зигзаге, а так как мы с вами находились и находимся по-прежнему в большом импульсном движении, то заканчивать импульсное движение нужно импульсом, а не зигзагом. А следовательно, у нас еще с вами будет продолжение роста. И коли это будет трендовое продолжение роста, по тренду, вот поэтому давайте и торговать на покупку. Но если у вас реально очень сильно чешутся ручки, ну попробуйте продать. Но тогда лучше попробуйте продать фунт. И к фунту мы скоро придем. Золото. Да, я понимаю, вы по золоту хотите услышать, когда же эта скотина наконец-то развернется, потому что многие из вас уже позакрывали свои ордера и даже пытаетесь ловить продажи. Но, друзья, вы пытаетесь ловить коррекцию. Зачем? Если можно просто пересидеть коррекцию и далее входить в рост по трендовому движению. А в данный момент у нас пока первая волна, вторая и третья. То есть я пока четвертую волну здесь не вижу. И если мы с вами построим трендовые линии, то цена на данный момент даже не пытается пробить вторую верхнюю. Поэтому, друзья, первая волна, вторая, третья, и пока мы не увидим хоть какую-то маломальски четвертую волну, о чем-то говорить, а именно о покупках рано, а о продажах вообще забудьте, пожалуйста. Даже если цена завтра полетит вниз, можете называть меня там толстым уродом и как хотите, это не важно. Важно то, что вероятность роста гораздо выше, чем вероятность падения. И если мы с вами вдруг резко решим поинтересоваться у структуры рынка, а что ж у нас с вероятностями, то если вы хотите продавать, вам нужно найти импульс. Давайте поищем импульс, особенно когда снижение началось с зигзага. Движение началось с зигзага, и потенциальная четвертая волна, якобы импульса, она уже перекрыла первую волну. Это уже не импульс. И единственное, что сюда может подойти, это начальный диагональный треугольник. Раз, два, три, четыре, пять. Вот таким вот образом. Но пока не образовалась данная фигура и после нее не образовалась коррекция, говорить о продажах нет вообще никакого смысла. Поэтому, друзья, те, кто хотят продавать, это единственный ваш шанс найти эти продажи. Есть еще вариант снижения. Это двойной зигзаг, друзья. ABCW, коррекция в волне X, и ABC, коррекция в волне Y. Но все это коррекции. Это большая коррекционная модель, которая называется двойной зигзаг. И после импульса и коррекции снова надо будет входить в рынок на покупку. Вот. Также, конечно, может здесь с дуру образоваться и треугольник. Это я уже сейчас фантазирую. Это значит волна А, Б, С, Д, Е с выбросом куда? Снова, друзья, по тренду, на покупку, наверх. Ну, или без фантазирования, собственно, зигзаг закончил какую-то маломальски коррекцию, сейчас образуется начальный диагональный треугольник. Один, коррекция, два. И угадайте, что я сейчас нарисую? Правильно. Покупки, друзья, покупки. Вот и все. Поэтому я только что изобразил, по-моему, все варианты, которые тут могут быть. А, нет, ну еще есть вариант с плоскостью, но это уже вообще
Фантазеры, можно песню сочинить. Это зигзаг W вниз, потом зигзаг A, B, C с волной X с обновлением максимума, потом импульс вниз в волне Y. Догадайтесь, что дальше? Разумеется, покупки, потому что расширенная плоскость – не что иное, как тоже коррекционная модель. Вот, поэтому по золоту еще раз повторюсь, если вы хотите продавать, единственный для вас вариант – это найти начальный диагональный треугольник. Других на данный момент не существует. Либо, конечно же, золото, разумеется, улетит вниз на огромное количество пунктов, если завтра Израиль, Иран и Хамас начнут целоваться в десны, если США скажет, что любят Венесуэлу и ничего делать ей не будут, если Китай скажет, да фиг нафиг с этим Тайванем, мы их любим и не будем их трогать, и если Пакистан, Индия, Афганистан наконец-то закончат там между собой заниматься какими-то терками. И ну разумеется, Украина с Россией закончат также все действия. И вот только после этого золото рухнет вниз. Как вы думаете, какова вероятность всех событий, которые я только что перечислил? Я думаю, что никакая. Так, ну что ж, поехали теперь к фунту. А вот у фунта с евро есть одна особенность, одинаковая. Это скопление опционных контрактов в пут. Но если у евро мы наблюдаем плоскость, и вероятнее всего она может быть расширена, это один из вариантов, то есть цена может еще улететь вниз с обновлением данного минимума, то у фунта немножко по-другому. Фунт не обновлял максимум, друзья. Максимум остался невредим. И поэтому по фунту на самом деле может быть элементарная обычная коррекция в виде W, X и Y. И вот тут вопрос. Мы с вами прекрасно видим, во-первых, нисходящий канал, построенный по трем точкам, собственно, раз, два, три. Ничего сложного, вы все это дело знаете, все дело умеете, прекрасно понимаете, подходим к нижней границе канала, можно рассматривать покупки. Меня здесь больше всего интересует вот это нехилое скопление опционных контрактов PUT, где на данный момент еще располагается максимальный открытый интерес по PUT опционным контрактам. И я считаю, что и это скопление будет отработано, и 283 миллиона долларов также будет ценой отработано. Поэтому, если у вас чешутся ручки, не евро попробуйте продать, а вот фунтика, поросенка, фунтика, потому что здесь потенциально, прошу прощения, потенциально 200 пунктов до уровня 283 миллионов долларов. Однако, друзья, не могу не отметить, что у нас по фунту возник импульс восходящий. И я просто обязан вам сказать, что после коррекции вы можете выставить отложенный ордер buy stop. По той простой причине, что, еще раз повторюсь, данные Чикагской товарной биржи ни в коем случае никогда нельзя принимать за Грааль или там за панацею, что так оно и есть. Да, с огромной вероятностью мы увидим отработку данного скопления опционных контрактов в PUT. Но черт его знает, какие завтра макроэкономические данные выйдут, и фунт просто-напросто улетит в небеса. Однако есть очень интересная мысль, которая меня посетила. Дело в том, что по какой-то причине скопление опционных контрактов в PUT находится выше очевидного нисходящего канала. Более того, друзья, внимание, эти опционные контракты появились после того, как уже на рынке было 3 точки, по которым можно было бы построить канал. Следовательно, профессионалы из Чикаго, видя нисходящий канал, поставили свои интересы, а именно опционными контрактами PUT, в основном хеджируются фьючерсные контракты на покупку. То есть профессионалы с какого-то перепуга хотят покупать отсюда и отсюда. Вопрос, а почему не от нижней границы канала? И
Тут мысль у меня такая, что, возможно, они предполагают образование треугольника, друзья. Такая фигура тоже может быть. А, Б, С, Д, Е. После чего мы улетаем опять же в космос. To the moon, как говорится. Поэтому вот здесь очень большой сейчас вопрос. Во-первых, я буду выставлять отложенный ордер buy stop. Во-вторых, скопление опционных контрактов put с огромной вероятностью будет отработано. И, конечно же, после этого я буду торговать, но существует два варианта торговли, друзья. Торговля на ожиданиях и торговля на фактах. Когда я вижу, скажем, как по нефти, ну вот сегодня я могу вам это показать, потому что уже отработка случилась. Когда я вижу по нефти огромнейшее скопление опционных контрактов в пут 174 миллиона, 143, 185, то мне наплевать, что здесь будет происходить с ней. Я просто буду продавать. Выставлять стоп-лосс там 50-70 пунктов, риск 1-1,5% и буду продавать. И получу я один стоп-лосс, получу два стоп-лосса, получу три стоп-лосса. Да мне наплевать. Я потеряю от 3 до 5% своего баланса торгового счета. Но потом я вот это возьму и получу плюс 7% от баланса торгового счета. То есть, когда я торгую на ожиданиях, я вижу огромное скопление опционных контрактов. Вот, например, сейчас мы в комьюнити торгуем на ожиданиях австралийский доллар и швейцарский франк. Я не покажу вам, какие там уровни. Приходите в комьюнити, вы увидите и все узнаете и поймете почему. Хотя, кстати, вы можете зайти просто на сайт Чикагской товарной биржи, пожалуйста, он же в открытом доступе. В открытом доступе все данные показывает. Вот и все. Можете зайти, если вы разбираетесь. Вы зайдете и сразу поймете, почему мы торгуем на ожиданиях кенгуру и кенгуру и франк. Вот. Но если у меня нету огромных, очевидных скоплений опционных контрактов, которые очевидным бы образом показывали, что профессионалы действительно будут идти в этом направлении, мы торгуем по факту. А по факту это что такое? Правильно, в направлении тренда, например, восходящий тренд. После коррекции у нас импульс коррекции отложенными ордерами buy stop. Сейчас я вам покажу почему. Вот, например, возьмем индекс S&P 500. И если мы с вами... сейчас я покажу вам. Если мы вдруг с вами решим, что вот это огромное скопление опционных контрактов put по сравнению с опционными контрактами call, это действительно огромное скопление. И можно работать не по факту, а на ожиданиях, то здесь столько будет стоп-лоссов, что я даже не хочу перечислять. То есть сумасшедшее количество. Но посмотрите, пожалуйста, что будет, если работать по факту. Сейчас я вам покажу. Хотя прямо отсюда можно показать. Да. Импульс. Коррекция. Что делаем? Выставляем отложенный ордер sell stop. Цена обновляет максимум. Ордер удаляется. Импульс. Коррекция. Отложенный ордер sell stop. Цена обновляет максимум. Ордер удаляется. Импульс. Коррекция. Отложенный ордер sell stop. Цена обновляет максимум. Ордер удаляется. Импульс. Коррекция. Отложенный ордер. Импульс, коррекция, отложенный ордер. Вы видите, что ни один отложенный ордер не сработал. Импульс, коррекция, отложенный ордер. Они не срабатывают, потому что идет восходящий тренд. Без всяких глубоких коррекций, без разворота. Это торговля по факту. Импульс, коррекция, отложенный ордер. Поэтому, друзья, мы точно так же применяем эту практику и в комьюнити. Если мы видим целевые уровни, но волновая структура имеет два или более вариантов, плюс опционные контракты call и put примерно в одинаковом количестве, то мы, разумеется, будем торговать по факту. По факту окончания, вероятного окончания коррекции, например, как с евро, потому что существует расширенная плоскость, как я сегодня уже показывал, с обновлением минимума, но существует и бегущая плоскость. Раз, два, три, раз, два, три. И вот здесь вот импульс. А какой здесь может быть импульс? Ну, к примеру, тут конечный диагональный треугольник можно запросто изобразить. Видите? Обновления не будет минимальных значений. И после этого импульс, коррекция и разворот. В конце концов, все что угодно может быть. Поэтому
Торгуем по факту. То же самое фунт. У фунта есть нижняя граница канала. Почему бы ему не дойти? У фунта есть скопление опционных контрактов. Пут, огромное скопление. Почему бы ему их не взять? А теперь давайте посмотрим, что у нас наверху. А наверху не так много, чтобы сказать. Ну да, есть скопление опционных контрактов кол. Ну, сумма здесь 350, например, миллионов долларов. Но по сравнению с тем, что у нас внизу, здесь внизу, вверху гораздо меньше. Но почему мы фунт покупаем? Потому что мы видим очевидную коррекцию, и у нас восходящий тренд. А тренд, друзья, наш друг. Поэтому трендовое движение, коррекция, рассматриваем покупку. Но так, как здесь. Вот если бы наверху вдруг появилось там на 1 миллиард долларов опционных контрактов кол, я бы купил сразу. И мне было бы плевать, что будет дальше происходить. Я бы подключил математику управления капиталом, и неважно, сколько бы я тут стоп-лоссов получил, 2, 3, 4. После разворота я бы еще раз, после импульса, еще открыл бы один ордер. И у меня был бы один ордер внизу и один ордер после импульса. Я бы этими двумя ордерами минус бы компенсировал в 3, а то и в 4 раза. Вот. Это торговля на ожиданиях. Но так как у нас нету огромных опционных контрактов в данный момент наверху, мы торгуем по факту. Поэтому, друзья, торгуйте по факту, торгуйте на ожиданиях, торгуйте вместе с комьюнити Forex Times и в комьюнити Forex Times. Поэтому я еще раз вас приглашаю. Приходите, вы никогда не пожалеете, поверьте. И, разумеется, обучение, конечно же. Буквально пообщавшись со мной 1 час, вы перестанете проигрывать свои депозиты, сливать. У вас просто это не получится. Я просто скажу вам, делайте вот так, с точки зрения математики управления капиталом, и потом через 2-3 месяца вы скажете: Дэн, так я даже пробовал проиграть, не получается. Да, не получится, потому что вы торгуете хаосом, вы торгуете неопределенностью. А следовательно, если вы просто будете гадать, то один там из 3, из 4 вы угадаете. А математика управления капиталом послужит вам таким образом, что если вы потеряете, например, 5% от своего депозита в течение там 2-3 сделок, то на 4-ю сделку вы просто их компенсируете. И просто вы будете лавировать около нуля. Это огромное достижение, друзья. Поверьте, лавировать около нуля. Если вы этого добились, то потом еще 3-4 лекции, и вы начнете получать профит. А стабильный профит, нет ничего лучше в этом мире стабильного профита. Поэтому даже если вы дойдете в среднем до 3% стабильного профита в месяц, то после этого вы просто-напросто можете что делать? Правильно, повышать риски. Если у вас уже стабильный трейдинг, который дает вам 3, может быть 4% в месяц, повысьте риски. Уже получится 6-8%. Хотите еще повысить, а выше уже не нужно, друзья. 5% в месяц, 5-7% в месяц – это просто мировой уровень. Поверьте мне, пожалуйста, лучшие хедж-фонды выдают от 40 до 60% в год. Это лучшие из лучших в мире. Поверьте мне, пожалуйста. Ну что же, все, вам сегодня очень много интересного, надеюсь, рассказал. Надеюсь, я вас не огорчил, если вы вдруг пришли на финансовый рынок с желанием зарабатывать по 100% в месяц. Такого не бывает, поверьте. Ну, ладно, такое бывает 1-2 месяца подряд, а потом будет очень грустно, очень грустно. Но тем не менее, всех обнял и приподнял, как говорит один человек хороший. Всем классного вечера, приходите в комьюнити Forex Times, очень вас жду. С вами был Дэн Стрелков, всем классного вечера, всем пока-пока.